Отель Sunrise Garden Beach – это самый старый и самый дорогой из всех санрайзов в Хургаде. Построен он был в 2003, то есть более 20 лет назад, и через несколько лет по соседству открылся Sunrise Mamluk Palace. Сегодня эти два отеля имеют совместную инфраструктуру и фактически единую территорию. Рестораны, бары, детский клуб, амфитеатр, бассейны, аквапарк, пляж, спортивные площадки – все общее. В этом году мы уже были в двух других отелях этой сети. Можете посмотреть обзоры о Sunrise Alma Bay и Sunrise Aqua Joy у нас на канале. Они оба заявлены как 4 звезды и процентов на 40 дешевле 5-звездных Sunrise Garden и Sunrise Mamluk. Оправдана ли такая большая разница в цене? Решать вам. Приехали в отель около 11 утра и сразу получили браслеты и карты для полотенец. Идем заселяться. Наш номер 3310 на 3-м этаже. Все корпуса в Sunrise Garden трехэтажные и с видом на территорию отеля, то есть на сад, бассейны и море. В номерах на 1-м этаже вместо маленького балкона просторная веранда и есть полноценные сушилки для одежды. На 2-м и 3-м этажах только одна веревка в душевой кабине. Мебель в комнате не новая, а отреставрированная. Постельное белье более-менее приличного качества. Не могу прям хвалить, но сойдет. В нише рядом с балконом в нашем случае диван. В других номерах бывает двухэтажная кровать. В коридоре 2 больших платяных шкафа с вешалками и по одной полке в каждом. Между шкафами комод с ящиками. Маленький холодильник, сейф, чайник. Пока что все стандартно, как и в других более дешевых санрайзах. Даже набор напитков тот же самый. Есть наборы для шитья и для чистки обуви. Напротив шкафа зеркало в полный рост. Система кондиционирования хоть и централизованная, но работает исправно. Мы обычно ставим 24-26 градусов. Зимой на обогрев, летом на охлаждение. По нашему опыту это оптимальная температура, а мы живем под кондиционерами в Египте уже много лет. Выключателями у входной двери можно обозначить либо просьбу к персоналу отеля не беспокоить, либо просьбу провести уборку. Для подключения интернета при заселении выдают чек с персональным паролем. Wi-Fi работает по всей территории отеля и с достаточно хорошей для Египта скоростью. Присмотритесь к напольному кафелю. Я думала, это грязные разводы. Оказалось, просто неудачный рисунок. Педаль на мусорном ведре не работает. Вот вам и 5 звезд. Это Египет, он такой. Не надо удивляться, если помимо рисунка с разводами будут и настоящие. Первый раз мы отдыхали в Sunrise Garden Beach лет 18 назад, а последний раз, не считая этой поездки, зимой 2020 года, незадолго до ковидного карантина. Как раз тогда мы застали масштабную реновацию номерного фонда. И капитально ремонт коснулся не самой комнаты и мебели, а санузла. Заменили и кафель, и сантехнику, а между душем и комнатой установили стеклянную стену и повесили жалюзи. Моющие средства и лосьон для тела в дозаторах, точно таких же, как и в других санрайзах. Есть шапочка для душа, ватные диски, ватные палочки, салфетки и фен. Это инструкция о порядке замены грязных полотенец, но чаще работает другая схема. Если оставляешь чаевые, то даже полотенца с вешалки заменят на новые, а без чаевых могут из пола подобрать и сложить на полку. Это я не именно про Sunrise, а в целом об отелях Египта. Идем к морю. Пляж здесь один из лучших. Есть и большой пирс, и оригинальные фотозоны, и мелководье для малышей, и глубина кому надо, и живой коралловый риф. Не уверена на 100%, но, по-моему, пирс обновлен и расширен. Возможно, в планах поставить здесь лежаки с зонтами. Посмотрим в следующем году. Риф достаточно продолжительный, и он своего рода преграда между открытым морем и лагуной. Приливы и отливы незначительные, в отличие от почти всех отелей, расположенных после Sunrise Garden Beach в сторону района Сахель-Хашиш.
Вот, кстати, пример менее удачного моря с другой стороны от того же пирса. Это пляж отелей Дана Бич и участок для гостей Джангл Аквапарк. Можете более детально рассмотреть его в нашем обзоре Джангла. При том, что сами отели классные, их береговая линия не сравнится с Sunrise Garden. Вход в воду с берега – чистый песок. Никакая специальная обувь не нужна. Глубина комфортная, места для плавания предостаточно. Лежаки на пляже пластиковые. У каждого зонта есть ограждение от ветра. А вы знаете, для чего нужны вот такие красные флажки? Их можно взять в центрах выдачи полотенец, и вас не будут беспокоить продавцы экскурсий, спа-услуг и тому подобного. Сами полотенца точно такие же, как в Sunrise Alma Bay и Aquajoy. И красные флажки также есть во всех санрайзах. Бассейн в правой части отеля без горок. Зимой его не греют. Тут всегда попроще найти свободные лежаки. А бассейн с горками подогревается в холодный сезон. Опять сравню с более дешевым Sunrise Alma Bay. Этой зимой в феврале детей не могли вытащить из бассейна. Вода, особенно в детской зоне, была почти горячая, хотя гостей в том отеле меньше и бассейн по площади больше. Территория отеля, даже не считая соседнего Мамлюк, очень большая и, в отличие от Мамлюк, более зеленая. Просторные лужайки, тенистые беседки с качелями и без. Рядом с пляжем мини-гольф, волейбольная площадка и участок для игры металлическими шарами боча. Детская площадка в деревянном исполнении. Никаких перемен с 2020 года не замечено, а могли бы и обновить. Например, в очень сильно более дешевом Titanic Palace площадка интереснее и современнее. Детский клуб тоже совсем старенький, даже показывать нечего, скажу только, что он есть. Переходим к теме питания. Так как Sunrise Garden и Sunrise Mamluk объединили инфраструктуру, то получается, что для гостей и того, и другого почти круглосуточно работают два основных больших ресторана. Вам самим решать, куда пойти на завтрак, обед и ужин. Нам больше нравится ресторан, который в Garden. Он более светлый, компактный в плане размещения стеллажей с салатами горячим и сладким. Вся раздача блюд сосредоточена в центре, а зона столов вокруг. Тогда как в Мамлюке ресторан узкий и протяженный. Покажем его в другом обзоре. Ассортимент блюд в основных ресторанах, конечно, побогаче, чем в 4-звездных санрайзах, но не могу сказать, что для нас это было большим плюсом. Еще раз убедилась в том, что все зависит от мастерства поваров больше, чем от бюджета и количества ингредиентов. Так, например, в Sunrise Aquajoy мы наслаждались вкусом, а тут в Garden понахватаешь всего понемногу, но без особых восторгов. Более того, так как отель один из самых дорогих в Хургаде, сейчас я говорю о Sunrise Garden, то и гости отеля более взыскательные, и многие сравнивают, например, с дорогой Турцией, или Испанией, или Грецией, и жалуются, что им вообще невкусно и есть нечего. Я понимаю их недовольство, цены на туры в Египет выросли, а качество услуг только ухудшается с каждым годом. Расскажу про свое любимое блюдо на завтрак. Если вы первый раз летите в Египет, то, скорее всего, пройдете мимо, так как выглядит основной ингредиент не очень, и название фуль может быть вам незнакомо. Это бобы, приготовленные на медленном огне. На вид каша-пюре коричневого цвета без приправ. К бобам нужно добавить помидоры, лук, сладкий перец, зелень, чеснок, кунжутную пасту, оливковое масло, а также приправы по вкусу. Соль, черный перец, острый перец, кумин и кориандр. Сюда же выдавить лайм, перемешать и готово. Полезно и очень вкусно. Рекомендую. На фруктовом столе круглый год есть яблоки, апельсины, маленькие дыни, канталоп, финики и бананы. Остальное в зависимости от времени года.
Летом сезон арбузов, персиков, абрикосов, винограда. Ближе к осени инжир, манго, но их в отелях крайне редко вижу, чаще как украшение. Зимой в Египте сезон клубники. А вы знаете, что такое эшта, физалис и кумкват? Эти плоды тоже можно попробовать в египетских отелях. Выбор сладкого неплохой. Ассортимент похож на то, что мы видели в Sunrise Aquajoy, но все-таки именно Aquajoy нам запомнился как эталон вкуса, и пока превзойти его не смог ни один другой, даже более дорогой отель. Салатный стол самый обычный, зелени минимальный выбор, хотя уж трава в Египте ничего не стоит. Обязательно попробуйте традиционные закуски: баба гануш из баклажанов, хумус из нута и соус тахини из кунжута. В детском уголке пластиковая посуда и стандартно макароны, сосиски, наггетсы, картофель фри. В общем, лучше с общего стола что-нибудь выбрать повкуснее. Помимо основных ресторанов мы насчитали около 10 а-ля карт с монгольской, мексиканской, египетской, итальянской, азиатской, испанской и индийской кухней, а еще бургерная и блинная. Некоторые из а-ля карт находятся на берегу с видом на море, например, гамила с национальной кухней. Здесь готовят кошери, самое популярное и самое дешевое блюдо в Египте. В городе десятки специализированных кошери-кафе продают только его почти круглосуточно. Ингредиенты – рис, макароны, нут, чечевица, и все это под томатным соусом с луком и чесноком. Конечно, такой состав супер сытный даже без мяса и стоит копейки. Здесь же можно заказать шаурму. О напитках коротко. В лобби-баре есть несколько настоек ликеров, каких я не видела в других отелях, и по просьбе могут приготовить какой-нибудь нестандартный коктейль, помимо привычных мохито и пинаколада. В остальном без сюрпризов. Шампанское платное. На ресепшн 2 ATM для снятия наличных с пластиковых карт. Один из банкоматов с функцией обмена наличных долларов и евро на египетские фунты. И в Sunrise Garden, и в Мамлюк есть по дискобару. Странно, но в инфолисте, который нам выдали при заселении, никакой информации о них. На сайтах туроператоров обозначено время работы до часа ночи, а раньше, лет 15 назад, танцы здесь устраивали до 2-3 ночи, пока гости сами не разойдутся. За водными горками находится амфитеатр, прокат машинок и тренажерный зал. Еще дальше за этими зданиями спортивные поля. В правой части отеля, если стоять лицом к морю, за жилыми корпусами во время нашего отдыха обустраивали мини-ферму. Сейчас должны быть работы по посадке завершены. Детям будет интересно посмотреть, как растут манго, оливки, виноград и другие растения. В одном из корпусов увидели вот такую стену в аварийном состоянии. Надеюсь, в эти номера не селят гостей. Места общественного пользования в удовлетворительном состоянии. Вечерами мини-диско и шоу-программа в амфитеатре Sunrise Garden и на открытой сцене Sunrise Мамлюк. От отеля 10-15 минут пешком до торгового центра Сенза Молл и до парка песчаных фигур Сент-Сити. На такси 10 минут до океанариума Гранд Аквариум и 15 минут до района с открытой набережной и цветными фонтанами Сахль-Хашиш. Напишите ваше мнение в комментариях, стоит ли отель своих денег. Если средняя цена проживания для семьи 2 взрослых с ребенком за 10 ночей в Гарден и Мамлюк $1800, а в Акваджой или Альма-Бэй $1100. Это цена без перелета. В завершении напомню, что мы помогаем в организации индивидуальных экскурсий и трансферов по всему Египту максимально выгодно. Контакты на нашем сайте и в описании к видео.